процедура, которую я делаю в свои 47. Я очень люблю смаз-лифтинг. Здесь любовь обоснованная и очень логичная. Впервые смаз-лифтинг я сделала приблизительно в 40 лет, когда в клинике в моей появился аппарат Альтера, оригинальный аппарат. Все врачи в него сразу влюбились, потому что он давал немедленные результаты, которые только раскрывались со временем. Я делаю такую процедуру строго следуя регламенту. Это 1 раз в год, поэтому никаких следов никто не наблюдает. Все говорят, ты так молода и прекрасна в любое время года, в любом возрасте. На самом деле смаз-лифтинг помогает выглядеть вам так, как вы бы хотели выглядеть. Он не меняет черт вашего лица, но поддерживает их так, как задумано природой. Еще одна процедура, которая must-have, любимая, это ботулинотерапия. Ботулинотерапия – это даже сочетание слов такое прекрасное, терапия. Терапия в переводе с латыни означает лечение. То есть мы даже не даем возможности, то есть это и профилактика, и лечение, даже не даем возможности каким-то морщинам заложиться. Я, например, как многие из вас, разговариваю лбом. Поэтому если вдруг я просрочила какой-то визит к своему косметологу, это моя коллега, и пропустила очередную инъекцию, будет видно, как я разговариваю лбом. Вот то, что у меня нет морщин на лбу, ни таких, это заслуга ботулинотерапии. Я ее провожу исключительно по требованию, не следуя никаким графикам. Тогда, когда возвращается двигательная активность, я прихожу, и мы немножечко докалываем. Но в среднем это 2 раза в год, не часто. Еще одна процедура, которая навсегда завоевала мое сердце, надеюсь, ваше тоже завоюет, это введение коллагеностимуляторов. Самый любимый препарат Радиес. Впервые я с ним познакомилась в 2006 году. Это было очень давно. И с тех пор мои пациенты и я прибегаем к этому методу тоже приблизительно 1 раз в год. Иногда даже 1 раз в 1,5 года. То есть часто этого делать не нужно. Что это дает? Сохраняет контуры вашего лица без провисания, без оплывания, без нарушения овала лица, без потери объема щек и потери объем височной области. Поэтому лицо выглядит примерно так, как его природа создала. Очень красиво, без всякого перебора. Я хочу сказать вам, что на самом деле не надо ничего бояться. Нужно выбрать правильного доктора, своего косметолога, который может вам назначить те самые процедуры, которые вас украсят и оздоровят, и с которым вы можете обсудить все то, чего вы хотите видеть на своем лице. И не увлекайтесь филлерами, не передозируйте, и тогда все будет красиво. Еще я очень люблю физиотерапию. Физиотерапевтические методы одни, на мой взгляд, из самых недооцененных в косметологии. Их много. Это и микротоковая терапия, и фонофорез, это воздействие электромагнитного поля и так далее, и так далее. Их очень много. Стоят они очень недорого, как правило, но работают на миллион. Никогда нет никакой реабилитации, потому что во время этих процедур никогда не травмируются наши клетки. Нет травмы, нет реабилитации. Поэтому, когда вам нужно выглядеть роскошно, когда у вас мероприятие, когда у вас ответственны какие-то встречи и так далее, вы можете прийти, сделать физиотерапевтическую процедуру в нашей клинике, они в изобилии представлены, и на следующий день вы будете выглядеть как королева. В течение недели этот эффект сохраняется, и дальше ваш специалист подберет вам тот график, который подходит именно вам. Что еще я часто применяю и очень люблю? Это водородотерапия. Такой аппарат есть в клинике, и любой из вас может попробовать его работу на себе. Он дает моментально красивый цвет лица, он снимает гипоксию тканей, он помогает любому жителю мегаполиса очистить свои легкие от токсинов. Есть еще прекрасный аппарат, это лимфостим или прессотерапия. Он помогает убрать из тканей ту застойную жидкость, которая там накопилась. То есть полечить отеки, не просто их согнать, прямо полечить. Это частая процедура, к которой я прибегаю. И мой любимый массаж. Если вдруг у меня появляется окошко в расписании, это будет крайне нечасто, но я стараюсь все равно заглянуть к нашим прекрасным массажистам, потому что массаж – это древние техники, их не надо недооценивать. Правильно проведенный массаж помогает оздоровить и тело, и эмоциональный фон привести в порядок. И вот та тактильность, которую недостает каждому из нас, мы получаем от теплых рук массажиста, и тело гармонизирует само себя. Но есть 3 вещи, которые я не делаю ни себе, ни моим пациентам. Это нити. Нитевые технологии. Так никто и не полюбил в нашей клинике. И я, зная, какие последствия бывают от нитей, и что, в общем-то, это малоэффективный метод, их не использую ни на себе, ни на своих пациентах. Также я не рекомендую использовать феноловый пилинг. Агрессивный, чудовищно агрессивный, очень травматичный и с неизвестными
последствиями. Сначала кажется, что будет хорошо, но потом станет гарантированно хуже. И это высоко травматические излучения лазерные и радиочастотные. Мы их не используем, потому что никто на самом деле не знает, где находятся резервы, границы резервов наших тканей, которые исчерпать очень легко. Опять же, сначала покажется, что стало лучше, но количество пациентов, которые приходят ко мне с неудовлетворительным качеством тканей после таких процедур, огромное. Поэтому ни себе, ни людям я этого делать не буду.